Глава 3. Это неизменно происходило одним и тем же образом. Миссис Джулиус Баффорд в ночь своего ежегодного бала никогда не упускала возможности появиться в опере. Более того, она всегда устраивала свой бал именно в оперный вечер, чтобы подчеркнуть свое полное превосходство над домашними заботами и наличие у нее штата слуг, способных организовать каждую деталь развлечения в ее отсутствие. Дом Баффортов был одним из немногих в Нью-Йорке, где имелся бальный зал. Он появился даже раньше, чем залы у миссис Мэнсон Мингот и Хедли Чиверсов. И в то время, когда начинало считаться провинциальным застилать пол гостиной грубым холстом и переносить мебель на верхний этаж, владение бальным залом, который не использовался ни для каких других целей и 364 дня в году оставался в зашторенной темноте, со сложенными в углу позолоченными стульями и люстрой в чехле, это несомненное превосходство, как считалось, компенсировало все то, о чем приходилось сожалеть в прошлом Баффорта. Миссис Арчер, любившая облекать свою социальную философию в аксиомы, как-то сказала: «У каждого из нас есть свои любимые простолюдины». И хотя фраза эта была дерзкой, ее истинность втайне признавалась во многих великосветских сердцах. Но Баффорты не были в чистом виде простолюдинами, некоторые говорили, что они были даже хуже. Миссис Баффорд действительно принадлежала к одной из самых уважаемых семей Америки. Она была прелестной Реджиной Даллас, из южно-каролинской ветви рода, бесприданной красавицей, которую в нью-йоркское общество ввела ее кузина, неосмотрительная Медора Мэнсон, вечно совершавшая неверные поступки из самых лучших побуждений. Когда человек состоял в родстве с Мэнсонами и Рашвортами, он имел право гражданства, или, как называл это господин Силлертон Джексон, часто бывавший в Тюильри, Друа-де-Сите, в нью-йоркском обществе. Но разве человек не лишался его, выходя замуж за Джулиуса Баффорта? Вопрос заключался в следующем: кем был Баффорт? Его считали англичанином, он был приятным, красивым, несносным по характеру, гостеприимным и остроумным. Он приехал в Америку с рекомендательными письмами от английского зятя старой миссис Мэнсон Мингот, банкира, и быстро занял важное положение в деловом мире. Но его привычки были распущенными, язык язвительным, а прошлое загадочным. И когда Медора Мэнсон объявила о помолвке своей кузины с ним, это было воспринято как еще одно безрассудство в длинном списке упущений бедной Медоры. Однако безрассудство столь же часто оправдывается своими плодами, как и мудрость, и через 2 года после замужества молодой миссис Баффорд было признано, что у нее самый изысканный дом в Нью-Йорке. Никто не знал в точности, как совершилось это чудо. Она была ленива, пассивна, а язвительные люди называли ее даже глупой. Но, одетая как идол, увешанная жемчугом, становясь с каждым годом все моложе, блондинистее и красивее, она восседала на троне в тяжелом дворце господина Баффорта из коричневого песчаника и привлекала туда весь свет, не поднимая своего украшенного драгоценностями мизинца. Знающие люди говорили, будто это сам Баффорт обучал слуг, учил шеф-повара новым блюдам, говорил садовникам, какие оранжерейные цветы выращивать для обеденного стола и гостиных, отбирал гостей, готовил послеобеденный пунш и диктовал записочки, которые его жена писала своим друзьям. Если он так и делал, то эти домашние дела велись тайно, а миру он являл образ беспечного и гостеприимного миллионера, прогуливающегося по собственной гостиной с отстраненностью приглашенного гостя и говорящего: «Глоксиния моей жены — просто чудо, не правда ли?» Кажется, она выписывает их из Кью. Секрет господина Баффорта, как сходились во мнении люди, заключался в том, как он подавал себя и справлялся с делами. Одно дело было шептаться о том, что международный банкирский дом, в котором он служил, помог ему покинуть Англию. Он справлялся с этим слухом так же легко, как и со всем остальным, хотя деловая совесть Нью-Йорка была не менее чувствительна, чем его моральные устои.
Он сокрушал все на своем пути и завлекал весь Нью-Йорк в свои гостиные. И вот уже более 20 лет люди говорили, что они идут к Бофортам с тем же тоном уверенности, как если бы они говорили, что идут к миссис Мэнсон Мингот, и с дополнительным удовольствием от знания того, что они получат горячих диких уток и выдержанные вина вместо тепловатого «вдовы Клико» без указания года урожая и разогретых крокет из Филадельфии. Итак, миссис Бофорт, как обычно, появилась в своей ложе незадолго до арии с жемчугом. И когда, опять же как обычно, она поднялась в конце третьего акта, накинула оперное манто на свои прелестные плечи и исчезла, Нью-Йорк понял, это означало, что через полчаса начнется бал. Дом Бофортов был из тех, которые нью-йоркцы с гордостью показывали иностранцам, особенно в ночь ежегодного бала. Бофорты были одними из первых в Нью-Йорке, кто обзавелся собственным ковром из красного бархата и заставил своих лакеев раскатывать его по ступеням под собственным навесом, вместо того, чтобы брать его на прокат вместе с ужином и стульями для бального зала. Они также ввели в обычай позволять дамам снимать манто в прихожей, вместо того, чтобы пробираться в спальню хозяйки дома и заново завивать волосы с помощью газовой горелки. Как поговаривали, Бофорт заметил по этому поводу, что у всех подруг его жены, надо полагать, есть горничные, которые заботятся о том, чтобы те были надлежащим образом причесаны перед выходом из дома. Кроме того, дом был смело спланирован с бальным залом, так что вместо того, чтобы протискиваться через узкий проход, чтобы добраться до него, как это было у Чиверсов, гости торжественно шествовали по анфиладе гостиных, цвета морской волны, малиновой и цвета золотого бутона. Они еще издали видели многосвечные люстры, отражавшиеся в полированном паркете, а за ними — глубину зимнего сада, где камелии и древовидные папоротники изгибали свою дорогую листву над креслами из черного с золотом бамбука. Ньюленд Арчер, как и подобало молодому человеку его положения, вошел довольно поздно. Он оставил пальто лакеем в шелковых чулках, эти чулки были одной из немногих причуд Бофорта, немного подремал в библиотеке, обтянутой испанской кожей и обставленной мебелью в стиле були-малахитом, где несколько мужчин болтали и надевали бальные перчатки, и, наконец, присоединился к веренице гостей, которых миссис Бофорт принимала на пороге малиновой гостиной. Арчер заметно нервничал. После оперы он не пошел в свой клуб, как это обычно делала золотая молодежь, а поскольку ночь была прекрасной, прошел довольно приличное расстояние вверх по Пятой авеню, прежде чем повернуть обратно в сторону дома Бофортов. Он определенно опасался, что Минготы могут зайти слишком далеко, что, по сути, они могут получить приказ бабушки Мингот привести графиню Оленскую на бал. По тону клубной ложи он понял, насколько серьезной ошибкой это было бы. И хотя он был более чем когда-либо полон решимости довести дело до конца, он чувствовал меньше рыцарского пыла защищать кузину своей невесты, чем до их короткого разговора в опере. Пройдя в гостиную цвета золотого бутона, где Бофорт имел дерзость повесить «Победоносную любовь», вызвавшую много споров обнаженную натуру кисти Бугро, Арчер нашел миссис Велланд и ее дочь стоящими у дверей бального зала. Пары уже скользили по полу за дверью. Свет восковых свечей падал на кружащиеся тюлевые юбки, на девичьи головки, увенчанные скромными цветами, на щегольские гретки и украшения в прическах молодых замужних женщин, на блеск сильно накрахмаленных манишек и свежих лайковых перчаток. Мисс Велланд, явно собиравшаяся присоединиться к танцующим, замерла на пороге с ландышами в руке, другого букета у нее не было, ее лицо было немного бледным, а глаза горели искренним волнением. Вокруг нее собралась группа молодых людей и девушек, было много рукопожатий, смеха и шуток, на которые миссис Велланд, стоявшая чуть поодаль, изливала сияние сдержанного одобрения. Было очевидно, что мисс Велланд как раз объявляет о своей помолвке, в то время как ее мать напускала на себя вид родительской неохоты, считавшейся уместным для данного случая. Арчер на мгновение остановился. Это было сделано по его прямой просьбе,
и все же ему не хотелось, чтобы о его счастье узнали именно так. Провозглашать об этом в пылу и шуме многолюдного бального зала означало лишить его того прекрасного налета уединенности, который должен принадлежать вещам, наиболее близким сердцу. Его радость была столь глубока, что это размывание поверхности не затронуло ее сути, но ему хотелось бы сохранить в чистоте и саму поверхность. Было некоторым утешением обнаружить, что Мэй Велланд разделяет это чувство. Ее глаза умоляюще устремились к нему, и их взгляд говорил: «Помни, мы делаем это потому, что так надо». Ни один призыв не мог встретить более немедленного отклика в груди Арчера, но ему хотелось, чтобы необходимость их действий была вызвана какой-то идеальной причиной, а не просто бедной Элен Оленской. Группа вокруг мисс Велланд расступилась перед ним со значительными улыбками, и, приняв свою долю поздравлений, он увлек невесту на середину бального зала и обнял ее за талию. «Теперь нам не придется разговаривать», — сказал он, улыбаясь в ее искренние глаза, когда они уносились по нежным волнам голубого Дуная. Она ничего не ответила. Ее губы затрепетали в улыбке, но глаза оставались далекими и серьезными, словно устремленными на какое-то невыразимое видение. «Дорогая», — прошептал Арчер, прижимая ее к себе. До него дошло, что первые часы помолвки, даже если они проведены в бальном зале, заключают в себе нечто торжественное и священное. Какая это будет новая жизнь, когда рядом с тобой это белизна, сияние и доброта. Когда танец закончился, они вдвоем, как и подобало обрученной паре, направились в зимний сад, и, сев за высокой ширмой из древовидных папоротников и камелий, Ньюленд прижал ее руку в перчатке к своим губам. «Видишь, я сделала так, как ты просил», — сказала она. «Да, я не мог больше ждать», — ответил он, улыбаясь. Через мгновение он добавил: «Только мне бы хотелось, чтобы это произошло не на балу». «Да, я знаю». Она с пониманием встретила его взгляд. «Но в конце концов, даже здесь мы ведь наедине, не так ли?» «А, драгоценная моя, всегда!» — воскликнул Арчер. Очевидно, она всегда собиралась все понимать, она всегда собиралась говорить именно то, что нужно. Это открытие переполнило чашу его блаженства, и он весело продолжал. «Худшее во всем этом то, что я хочу поцеловать тебя и не могу». Говоря это, он бросил быстрый взгляд на зимний сад, убедился в их мимолетном уединении и, прижав ее к себе, запечатлел на ее губах мимолетный поцелуй. Чтобы сгладить дерзость этого поступка, он увел ее к бамбуковому дивану в менее уединенной части зимнего сада, сев рядом с ней, сорвал ландыш из ее букета. Она сидела молча, и мир лежал у их ног, подобно залитой солнцем долине. «Ты сказал моей кузине Элен?» — спросила она вскоре, словно говоря сквозь сон. Он очнулся и вспомнил, что не сделал этого. Какое-то неодолимое отвращение говорить о подобных вещах с этой странной и иностранной женщиной удержало слова на его губах. «Нет, в конце концов у меня не было такой возможности», — сказал он, поспешно солгав. «Ах!» Она выглядела разочарованной, но мягко вознамерилась добиться своего. «Тогда ты должен это сделать, потому что я тоже этого не сделала. И мне бы не хотелось, чтобы она подумала». «Конечно, нет. Но разве не ты, в конце концов, тот самый человек, который должен это сделать?» Она задумалась над этим. «Если бы я сделала это вовремя, да. Но теперь, когда произошла задержка, я думаю, ты должен объяснить, что я просила тебя сказать ей еще в опере, до того, как мы заговорили об этом со всеми здесь. Иначе она может подумать, что я забыла о ней. Видишь ли, она член семьи, и она так долго отсутствовала, что стала довольно чувствительной.
Арчер восхищенно посмотрел на нее. «Любимый и великий ангел. Конечно же, я скажу ей». Он с легким опасением взглянул в сторону переполненного бального зала. «Но я ее еще не видел». «Она приехала?» Нет, в самую последнюю минуту она решила не приезжать. «В самую последнюю минуту?» — повторил он, выдавая свое удивление тем, что она вообще считала подобную альтернативу возможной. «Да». «Она ужасно любит танцевать», — просто ответила молодая девушка. Но вдруг она решила, что ее платье недостаточно нарядное для бала, хотя мы находили его таким прелестным. И поэтому моей тете пришлось отвезти ее домой. «Ну что ж», — сказал Арчер с счастливым равнодушием. Ничто в его невесте не радовало его больше, чем ее твердая решимость доводить до крайних пределов тот ритуал игнорирования неприятного, в котором они оба были воспитаны. «Она знает так же хорошо, как и я», — размышлял он, истинную причину отсутствия своей кузины. «Но я никогда ни единым знаком не дам ей понять, что сознаю существование малейшей тени на репутации бедной Элен Оленской».